Всем привет! Друзья мои, мирного неба вам и крепкого здоровья! Сегодня я поделюсь рецептом, как я готовлю вот такие очень пышные и вкусные оладьи. Это прям очень хороший рецепт. Там пару секретиков, и вы получите вот такие кругленькие, смотрите, аппетитные, вот такие пористые внутри чудо-оладьи. Мы, конечно, любим со сметаной. Прям вот так. Это так вкусно. Приготовьте и скажите мне спасибо. Поехали готовить. Условие непременное. Кефир должен быть теплым. Смотрите, как только появились характерные пузырьки, значит активизировались молочно-кислые бактерии. Если у вас кефир постоит минут 20 на столе, это будет достаточная температура. 200 мл кефира. Сюда высыпаем пол чайной ложки соли, столовую ложку сахара. Размешаем. Нам надо, чтобы сахар растворился с солью. Добавляем одно яйцо и все хорошо размешиваем. Вот здесь у меня 200 грамм муки. И мы будем порционно добавлять к нашему кефиру. И аккуратно размешиваем. Сейчас вам покажется, друзья, что это очень густое тесто. Да, оно такое и должно быть. Посмотрите, какое густое. Нам уже не совсем удобно работать венчиком. Убираем его. Сюда наливаем на это количество ингредиентов столовую ложку растительного масла. И дальше будем перемешивать с помощью лопатки силиконовой, желательно, которая пожестче. Тесто надо очень хорошо размешать. Как только в этом тесте разовьется клейковина, оно у нас будет самым настоящим тестом для оладьев. Сейчас будем вымешивать ровно минуту. Хорошо размешайте, чтобы не было никаких комочков и тесто наше было однородным. Вот посмотрите, какое тесто у нас получается. Не сразу отрывается, не сразу сползает с лопаточки. Вот посмотрите. Еще раз зачищаем краешки миски. И вот теперь только добавляем пол чайной ложки соды и вновь хорошо перемешиваем. На 200 мл кефира и 200 граммов муки соды добавляем 5 граммов. Затянем нашу мисочку пищевой пленкой. Сделаем несколько проколов и оставим на 15 минут. 15 минут прошло. Тесто наше немножечко задышало. Посмотрите, на поверхности вот схватываются пузырьки. Перемешивать его больше не надо. Можно брать аккуратно в сковородку и выпекать. Я хочу попробовать с помощью кондитерского мешка отсаживать. Очень хочется сделать красивыми. Кондитерский мешочек я поставила в стакан, чтобы устойчиво стоял. И аккуратно выкладываю наше тесто. Сейчас отрежу кончик и начнем выпекать. Разогреваем сковородку, в нее наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла. Оладьи пекут обязательно на масле, а блины без масла. И без масла можно печь панкейки. Сейчас будет лайфхак. Вот этот носик сейчас отрежу. Как только масло разогреется, мы начнем отсаживать ровные и красивые оладьи. В всяком случае, мне так хочется. Достаточно нагрелось. Отрезаем носик и поехали. Выкладываем, отрезаем ножничками, выдавливаем, отрезаем ножничками. Очень неудобно с камерой, но в принципе получается неплохо. Ровненькие оладушки. Прикольно. Закрываем крышкой и на самый маленький огонь. Приблизительно минута с одной стороны. Переворачиваем на другую сторону. Красавчики. И еще раз закрываем крышкой. Под крышкой собирается конденсат. Ни в коем случае он не должен попасть на масло. Когда будете снимать, просто аккуратно вот так раз и снимайте. И с другой стороны также обжариваем минуту, но посматривайте, чтобы у вас они не пригорели. Огонь должен быть слабый, для того, чтобы они пропеклись. Вы же видите, какие они получаются пышные и воздушные. Они должны обязательно со всех сторон подрумяниться и внутри не быть сырыми. Смотрите, какие пышненькие, замечательные получаются оладушки. Выкладываем их на бумажную салфеточку. Лишний жир уйдет. Смотрите, какие ровненькие красотки получаются. Немножечко добавим растительного масла, просто, наверное, столовую ложку. И вновь будем выкладывать. Ножничками отрезаем. Вот так с помощью кондитерского мешка, оказывается, все возможно сделать. Я это делаю первый раз. Очень уж захотелось сделать
ровненькие, потому что ложкой такое густое тесто вы не выльете ровно. Сейчас немножко маслом в серединку, и в серединку можно еще вылить. Закрываем крышкой и обжариваем. Огонь сами регулируйте. Если видите, что совсем не подрумяниваются, добавьте немножечко. Если смотрите и у вас уже они прихватываются, убавьте огонь. Сами регулируйте, это легко. Тесто замечательное. Оладьи получаются пышные, они не оседают. Вот обязательно попробуйте этот рецепт. Замечательный рецепт оладьев. 1000 лет он у меня. Так, смотрим. Рано. Хотя, видите, уже пузырьки появляются. Ну, еще секунд 15 с этой стороны. Смотрите, какие красотки. Переворачиваем. Ну вот, сейчас еще раз переверну их на другую сторону. Пусть немножко колер появится. И все, и будем доставать. Достаточно. Достаем на салфеточку. Нет смысла их пережаривать. Вот посмотрите, какие красотки получаются. Пышные и воздушные. А вы не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!